Хабиби, канутся минеральные воды, пойдем. Ёп, что это? Тьфу, ёп. Я думал, муха какая-то. Спасибо, что приехал. Куда? За мной куда? Вот это я понимаю, техничка. Закончилась посадка в самолет пассажиров, вылетающих Москва, Шереметьево. Номер. Сзади поедешь? Я тоже хотел. Брат, ну ты тоже аккуратней, там не только хоккейная форма. Да оставь ее уже там на сиденье и все. Ну положи между сидений. Да зачем ты ее туда хочешь запихнуть, брат? Чтобы потом ее оттуда доставать? Чтобы она не летала никуда. Да положи сейчас между сидений, она не будет летать. Сколько до Ростова? 480. Ну по времени. Ой, блядь. Если машин не будет много, то 4. Ну все, норм. 4,5-5. Это если много машин. То нога на первую не придержанный. Немного ностальгии, братка. По тем старым добрым временам. Помню нас. Это нога на первый не бодяжный. Вспоминаю не каждый день, но это важно ведь. Пацаны, я готов жить только вот ради этих моментов, честно. Это такой кайф. Снова сюда вернуться, распаковаться. Как будто это было прям недавно, в 100-м эпизоде. Так быстро пролетело это время, блин, честно. Ну чё, пацан, твой? Хороший тренинг уже работает. Так, знакомьтесь, это Илюша. Мой младший брат. Ему почти 16. Я такая же. Так вот, еще пару месяцев и можно снимать беременна в 16, брат. Но ты смотри, давай без этого. Так, ладно, дальше у нас что тут? К себе внутрь залазит. 2 воздушника в мотор. Новые перчатки на сезон себе взял, синий, Spark. Так, это у нас оригинальная, BMW-шная. DOT 4, это тормозная жидкость. Нашел варик заказать Арик, BMW-шный, по ВИН-номеру, какой у ней сейчас. И его же залить. Почему меняем? Потому что машине, на секундочку, на момент съемки этого видео 3 года. 3 года, как я ее купил, 3 года. Так что сейчас, кстати, расскажу, что с ней вообще за 3 года было, что, как вообще, какое у нее сейчас состояние. То, что мы никогда не делали и будем пробовать, это масло в редуктор, также оригинальное, по регламенту, ну по регламенту в смысле, заводское. Менять его, конечно, рано. Ты всего литр взял? Да. Там же, помнишь, можно залить сюда чуть-чуть больше, пока стекать не начнет. А это Но где-то оно литр же 100, литр 200. По логике не все и выльется. Все, у тебя пробка снизу там. Да. Очиститель, ну это да, это не супер важно. Не, ну давайте, ребята, обзор на очиститель проведем. Нет, еще мы купили вот такую штуку, чтобы не тратить по 40 минут на маленькие винтики. На 3 всякие. щеточки, да. Это, друзья, невероятно, великолепно, со снятой биркой, потому что, скорее всего, паленая китайская. Но нам в магазине сказали, что ну нельзя Так сейчас нельзя официально продавать, сейчас да. это Как не она официально. называется, по идее? Типа Milwaukee, но я уверен, что в Milwaukee аккумулятор вставляется гораздо легче. Да. Вот такая у нас теперь будет щетка крутая. А, еще не все, подожди. Единственная в своем роде неповторимая помпа для прокачки тормозной системы, чтобы не пришлось педальку ножкой вот так давить своей. Ты вкручиваешься в бачок, накачиваешь давление, подсоединяешь к суппорту сливной бачонок этот, и давляк прокачивает тормозную систему сам, без надобности нажимать педаль самому. У нас, короче, с Никитосом было 10 лет дружбы. Спасибо, бро. God damn it, bro. Ванс, брат. Это широкий, понял? широкий, Рэпы. Как Осирис. Я широкий. Как Ванс. Осирисы в детстве были, понял? Ну, God damn, bro. Выкатимся на М-ка. Надеюсь, твоя будет готова. Да, блядь. Ванса. В среду. Также по классике я заказал 8 литров Мобил 1 из Франции у проверенных ребят. Оно вообще даже по этим всем допускам не под мою машину, но взрослые эмошники рекомендуют его лить, поэтому
Я лью его почти всю жизнь машины, почти всю жизнь, сколько я на этой машине. Это целых 3 замены масла. Ну да, не очень много. Забыл, слышишь? Есть. Ну похвастайся, брат, что у тебя под капотом. Брат, стоковый впуск, все стоковое, все родное, все с завода. Вот. Ну, можно получается, не едет, да? похвастаться. Не едет вообще. На третьей, брат, до 3000 непонятно. Вообще непонятно. Тут, значит, S55, одна турбина, 2 турбины сингл турбо, твин турбо. Друг за другом. Друг за другом они, да. Короче, в планах, если честно, мне кайф вернуть черные колеса, чисто на сезончик покататься на черных колесах. Снять желтые фары, чтобы не было ничего яркого, привлекательного, покататься на стоке. Но Никитос говорит, синие лучше. Но Да. на черных пока нет шин, поэтому, Синий скорее это всего... какой-то стиль, рэп, прикол этой машины, а полностью стоковая, как будто бы успеем еще в стоке разобрать их, брат, нет? Не знаю. Я бы и фары желтые бы, блин, я бы нашел желтую пленку и по-японски бы их вот так переклеил, был бы стиль. Блин, а как мы сейчас будто не бы. снимем, да, никак? Да мне кажется, она ни хера не держится, братан, эта пленка. Вспомни, как она клеилась. Все, ушла эпоха, пацаны. Я бы сделал желтые, только ну, с верхушками белыми. Ну, посмотрим, может вернем. Ну, посмотри, нет клея Ну, вообще. потому что пленка вот так приклеена кое-как, конечно. Просто да, под углом натягивай. Я же это такая пленка, она так приклеена. Плюс пленка на пленку клеится всегда хуже, чем на пластик целый. Чикс. Слушай, она как будто видеть начала. Мне кажется, уже чудесно. Че? Да. Mellow as the ocean, hype like my nerves is. It's mellow hype in my elephant circus. Music waiter, I serve you like a clerk did. 9 to 5 and I don't even like the work shifts. Hindu fires like the life of the party. On your market, set, go, get them engines started. Lion, tigers, monkeys locked away from the audience. Clowns running through the crowd, fighting in the argument. They keep splashing the water, even splashing your daughter. The whip last quarter, balloons cash coffer. When you watch the woman balance on the tightrope, your adrenaline pumping, giving you a tight throat. Cantaloupe. Готовимся к лету. И эта штука уже на подходе где-то, кстати. Никитос перешел руль под CS, так же как Ну, у меня с красной меткой в Подделка, Алькантару. да. Да, оставь тоже. Тут у нас это чуть грандиозные изменения у Никитоса в М2 происходят. Чуть такие даже грубые. как бы сказал наш товарищ Шотик, ну это тотал. Почему? Ну типа крышу от машины отрезать, тотал. Типа у него вот так. Да. Да. Будет карбон под перформанс. Здорово. Привет. Привет. Короче, для того, чтобы снять крышу стоковую, нужно, естественно, снять стекла, переднее, заднее, и все, высверлить клепки. То есть, по сути, это как просто крышка и как нейрораспорка она работает. То есть, это не часть кузова, она вот так точками припаяна. Если кто-то думает, что это сложно менять крышу, то это не так. Ну еще изменения. Никитоса ТЕшки теперь белые. Пока без наклеек. Но, блин, по-моему, круто. Но, зная наш вкус, кроме нас, это вряд ли кому-то понравится. Я так хочу, чтобы это не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленький ты взрослый, удивительные слезы дарили свет. Feel away, y'all niggas feel away. Stop listening to the things you say, 'cause you don't read it. Как дела? Да нормально, приехали, тут крышу вот сверлим Никитосу. Слышишь звук? Приятный, да, звук? Очень. Вот так, брат, вот так. Это Ростов, брат. Ну ладно, все, давайте ростовчане. Все, давай. Хорош.
Минус вайп. Чё там, Врасик? Так сегодня? Пошли, дай сфоткаю. Есть. Прикольно, она, короче, вообще, да, никакой жесткости даже не несет по факту. Вот. Эта штука, распорка, это распорка, она не силовая. Да? По сути, просто крышка. Карбона, так фактически карбоновая скорлупа жестче, чем железная. Понял? Ну все, ждем дальше. Ждем результат, короче. Ну что, по классике. Виталик приехал с хорошей погодой. Но это ничего страшного. Мы уже, если честно, второй день в гараже. И я думаю, что это не последний. Вообще железно, не финал. Потому что мы решили, что литрушки не хватит в редуктор. Потому что все американцы наливают чуть больше, чтобы там чуть капало с редуктора. И тогда его только закручивают. И мы заказали еще две. Одну Никитосу и одну на двоих. Так что как придет, закончим с редуктором. Ну что, у нас все еще второй день обслуживания машины. М2 Brake Fluid Change. Чек. Мы купили, значит, Но такую это мы бы уже помпу. показывали, брат. Ты забыл, что ли? Да. Мы возьмем вот такую банку, ну какой-то просто тормозной жидкости. G-Energy в данном случае. Для того, чтобы старую выкачать. Да, мы за счет нее выдуем старую сначала. Вот мы заливаем ее в эту помпу. Весь литр. А из-за того, что в ней воздух, она его не даст туда? Ну, серьезно. Но Хюнтер Хоффман сказал не даст. В комплекте есть вот такая классная штука, чтобы от души накрутить. А, прикольно. Чтобы не было. Ну ты тоже не переборщи. Слушай, я еле открутил. Подожди, стой, ты уверен, что все? Мы не открыли краник? Не, это не надо. Сначала он сказал надуй. Хюнтер сказал 15 накачай и подожди. Потом Просто откроешь воздуха? краник. Да. Ну ты же когда педаль нажимаешь, воздух у тебя не берется ниоткуда. Все нормально, подожди. Так, мне это не нравится. Брат, все по инструкции Хюнтера сейчас. Я тебе показать видео еще раз. Ты сейчас оскорбил рыжих или как? Вот он сделал лик-тест. Просто, понимаешь, одно дело там, ну, что-то не дозакрутить, а другое дело не остановиться. Проверяем. Это он проверочный делает, потом выкачивает, но у нас есть лишнее, поэтому можем не выкачивать, а прогнать лишнее. А как мы поймем? Вот, потом закачает, вот, заливает литр в помпу. Помпа рубль наша, видишь, кстати? Да, повезло. Качает 15 Без жидкости. с жидкостью, он только что вот залил литр туда. И говорит, подожди пару минут, посмотри, ничего ли точно не травит. Так. И теперь идешь скидывать суппорт. Трата, да? Вот мы, кстати, Никитоса крышу забрали в гараж. Мы хотим ее вот так повесить на стенке. И чтобы она была чисто как... О, кстати, прикольный ракурс. Смотри, как она отражает. Короче, повесить, чтобы на нее там клеить какие-то надписи, а-ля вот это вот, чтобы не на стену лепить, а чтобы было прикольно. Крыша такая вся в наклейках разрисованная. Там, может, какие-нибудь гости у нас будут расписываться. На память, короче. Да, брат? Да. И вот это надо переклеить будет тоже. Но потом. Ну и в целом надо субботник тут провести. Брат, ты на PCI сможешь? PCI это синяя. Да. Понимаешь, да? Мы ж физики с тобой. Щетка 15. Все, теперь ждем, да? Сколько ждем? Ну, пару минут, подожди, чтобы не падало. Посмотри, если не падает, можно открывать. Короче, пацаны, логика в целом довольно-таки простая. У меня там это есть зарисовка, инструкция. Это я пытался смысл понять. Что вот у нас есть бачок с жидкостью, и на каждую есть магистраль. И у каждого суппорта есть две сливные штучки эти. По сути, как бы две комнаты. Из-за того, что у меня сзади 4 суппорта и 6 спереди, у них по 2 комнаты. Вот. И все эти трубки получаются под вакуумом. И если мы открываем один краник и начинаем прокачивать, то выкачивается чисто эта магистраль. Остальные как бы не идут обратно и не выкачиваются через магистраль, которая открыта. Так что в целом все понятно. Да, брат? Да. Но крестному мы доверяем, да, твоему? Хантер Хоффман! Тут у нас вот раз, по сути, краник с комнаты, и с той стороны такой же. Резиночку снимаем, трубочку надеваем. И потом начинаем вот там отверточкой, ключиком на 11 скручивать. И давлением жидкость потечет сюда. Вот с этой магистрали. Нифига. Да, он крепкий, брат. Там Хюнтер тоже здоровый, рыжий, блядь, еле дернул. О, смотри, пошло. Еще, может, чуть-чуть, чтобы она прям целиком заполняться начала. Видишь, сейчас мало ей.
Крутится она, да, точно? Да. Короче, пока желтая не уйдет и не появится вместо нее прозрачная, это вторая бежит. Ну, воздухе были сейчас. Были. Пузырьки. Ну, пока все просто. В целом. Да, все просто на самом деле. Ну, я ее вижу, брат. Ну, я зеркало вижу. Да, это моя машина просто, я не знал, что на малярку попала. Просто, Чем-то придавили так вот прям раз, так чуть-чуть, а здесь цена. то есть замято, да, было? А оно там сейчас просто же поклевано и не отмято, да? Ну, чуть-чуть, короче, слегка. Как это будет краситься, откуда покуда? Чтобы вы понимали, я позвонил спросить, когда будут готовы молдинги с покраски. И мне сказали, Случайно тебе их вообще. забирать, если машина в этой же малярке, что и молдинг. Тут и поставим, Но типа. я не знал, где машина. Мне никто не сказал, что она малярка. Ну, братик, поздравляю, теперь у тебя в натуре это. Тотал. Еще и стойка не под прибор, понял? Так хоть только крыша была. Вот так вот, Это она будет переходом покрашена? да. Так вот доверяю, брат. А и на эвакуаторе кто-то? Да, на эвакуатор. Не своих ход. Влад звонил? Или Женя? Нет, я... А ты Женя общался с Владом? Нет, я с Женей общаюсь. А, Женя, ты Женя в курсе? Да, ну, Женя в курсе. Я просто подумал, что может быть и Женя может быть не в курсе. Удивляетесь, почему... не Почему как мы машина сами в что-то сервисе. делаем, Ты да. сам долго, муторно, но зато ты знаешь, что это твоя тачка, и ты будешь максимально Да. аккуратен, 150 раз все перепроверишь. А здесь вот гоночный сервис, тебе мнут машину, ты теряешь рыночную стоимость тачки. Да фиг с ним, ладно, Тебе типа даже- все не, Мне бывает. вообще все равно на эту стойку, и что она будет покрашена. Я Да. вообще в этом плане не парюсь абсолютно. Но Момент. просто как будто бы стоило сказать, брат, так и так, произошла ситуация, испортили, давай мы все там уладим, покрасим, оплатим. Может быть, я не хотел в этой малярке, может быть, я бы по-другому, под прибор. Да, может быть, с помятой бы ездил. Может, с помятой бы, да, реально ездил. Зачем пытаться просто тихо вот так отправить машину, покрасить, все устранить, и типа, чтобы я вообще не в курсе был. То есть, в Ну теории, да. условно, я завтра ее продаю, ну, я не собираюсь этого делать, но условно, завтра я продаю, приходит тип, тыкает, говорит, так, блядь, стойка крашеная, перевернутая была. Ну, не, ну, может, они скажут, понятно, но мне условно. кажется, вряд ли, Но брат. я думаю, что раз оно так происходит... Ну никто да, не вот собирается. это самый не по кайфу. Когда будем забирать машину, в теории сегодня, часа в 4, как мне сказали, с утра, мы не будем говорить до последнего и посмотрим на реакцию. Если нам ничего не скажут, то вылетает фотография со шпаклевкой на крыше. Ну да. Let's go. Так что, пацаны, кто вот говорит, вот, как вы не боитесь что-то сами. Понятно, что мы что-то боимся, что не знаем. Но максимально, что возможно, мы стараемся делать сами. Да и крышу, блин, можно было, брат. Как будто бы. Рил вообще далеко не самая сложная история. Так, мы тут приехали в центр Ростова. Олды на месте. А вот тут стоит 477, Рху. 3,5 на нагретых По пружинах. сей день кто говорил, что лопнут, блядь? Машина уже сколько лет на трассе. Да, живет, Так не живет. лопнет. Кстати, мне папа вчера сказал, знаешь что? Чё? Что якобы видел нашу полочку. Да? Да. Я говорю, а как ты ее узнал? Он говорит, она типа дорест, нарест в фонарях задних, на черных зеркалах, на черных ручках, на других номерах и работает в такси. Ну все полочки. И сказал, что морда у нее была вся черная, ну типа битая, Мгм. из новых запчастей, так что уже... Похоже на Ну, реальность. он говорит, что таких больше я не встречал, типа, с рест фонарями, но машина вся простая, обычная, Ну да. старая. Так что вот такая судьба А велоподобие. наших бывших машин. Никитос меня встретил на одном карнивале, а сейчас мы обслуживаем тачки на другом. У Никитоса в семье, получается? Или как? Не, на вот это работе? семейный, а то рабочий. Мы идем к машине? Ну он как бы этот рабочий. Ну короче, он Короче, нафиговый. рабочие машины, и пока они свободны, она нас выручает. Так что, пацаны, карнивал тема нормальная. Карнивал вообще Он нас стволиный. пипец выручает. Там туда-сюда на Фортуну съездить, там. Он стволиный. Мягкий, комфортный, что квартира вообще с собой сюда. Мест дуром, можно 8 посадить и поехать. Ну, Kia boys, they just took your pole. That shit took. Niggas know and bitches know Leah Carlone, then it's gone. Your shit gone. What? Niggas know and bitches know Leah Carlone, then it's gone. Hold on,
Где есть все. Мониторы, не мониторы, 2 люка. Но самый кайф это сзади. Во-первых, 3-й ряд полноценный. Во-вторых, его капитанские Его сиденья, можно пацаны. убрать и эти сиденья отодвинуть сильно назад. Да, вот такая у нас богатая техничка, короче. CarPlay, не CarPlay, не CarPlay. Сама ездит, сама ездит, поворачивает. сама все. Брат, зефирку будешь? У нас тут на подходе теперь замена масла в редукторе. По фломастеру видно, что крайний раз я это делал в сервисе, скорее всего, ну, в BMW-шном. Скорее всего, это было обкаточное ТО. Это сливная, это заливная. Пробки, по идее, многоразовые, но на всякий случай есть новые. Нормально, Вообще, да, прозрачная. девочка. Ну хуже не будет, блядь. Точно не будет. Так, а мы можем как-то создать плечо? Это, кстати, я я играл, брат. Пробить надо, Лет потому что 10 она здесь назад. застыла, блядь. А чем я пробил? Не влезет, думаю? Эй, с той а, стороны. вот дырява. Держи. Она может, конечно, треснуть, попробуй. Может. Ну, дави. Давлю. Я просто Все, тебе уже не легче давить. Все? Да. Открутилось. Да. Плечо решает, брат. Хоккейчик сила. А я думал, дружеская, блядь. Короче, мы купили самый простой шприц и самую простую силиконовую губку макну. для того, чтобы в редуктор залить масло. Сейчас по супер простой методике мы это сделаем. Ну, вообще у нас есть сливы, что по такой супер методике в официальном дилере делают. Ну да. Также шприц такой же ходит. Ой-ой-ой, подожди, воздуха. И что? Да я шучу! Я уже не могу! Я не могу! Слушай, а если я туда воздуха пульну, ничего страшного? Да ты можешь даже дунуть в этот редуктор. Ты очень глубоко засунул, ты испачкал весь шприц, брат. Ничего страшного, брат. Ну что, погнали? Ну только ты ж просунь, чтобы он там оказался, чтобы он у тебя обратно на цене не Что ты об хлюпнул. этом справил? Ну, не сильно тоже, чтобы он, блядь, не за... Видно, что идет, брат? Клади, не переживай. Глубоко была. Да похуй, насасывал. Так, сколько ей в этот раз уколем, брат? Полную надо. Вот бы Блин, она ну с таким- шприц побольше, конечно. Пацаны, если найдете шприц побольше, было будет сильно Да, без удобнее, воздуха конечно. набрал. Хорош. Ну почти тут. Слушай, а там надо левее, правее? Конечно, нужно. Или оно там Засунь ей прям, распределится? прям под кардан подсунь. Воздух ей не загони туда. Пердеть будет. Тормоза. Ну не спеши, что тебе, Лянь, уже похуй стал. Устал, что ли? Не, я вижу, что идет нормально, что. Тюмень. Всем тюменским респект, пацаны, шприцы у вас нахуй. Это может быть прекраснее, нет? Согласен. Главное, чтобы еще там ну, ничего не застучало. Ну не должно, мы же как твой крестный сказал делаем. The Hunter Hoffman. Это все? Да. Прям все? Для Мэджо пошло, да. Ну, еще чуть-чуть. Ну на, блядь. А ты можешь чуть-чуть Ну сделать? ты угораешь, что ли? Да у меня в одном глазу уже полная тормозухи. Слышишь, надо шланг короче делать. Чтобы в нем не осталось пол-литра. А ты хотел метровый его сделать. О, вот видишь, струйка пошла. Вот теперь там масло столько, сколько надо. Вот, а ты залил сейчас 100 практически. Все? Да. Все, пусть течет. Прям Да, стечь да. должно? Она сечет ровно до вот своей линии. Понял, Держи. этой дырки. Все. Обратно Вот это обратно выливай. можем. Так, а где пробка? Так, динамик, короче, по заводу пишет, что надо крутить 45 моментов. Ну как по заводу? Это крестный нам сказал. Крестный, да, Мы написал ему на верим. экране. Мы верим. О, Вот, щелкнул. Погоди, блядь. Ладно, уже хуй промой мне глаз. что, будем метки ставить фломастером? Чтоб в следующий раз, когда машина приедет, знать, скручивали или нет. Бля, ты ж с ума сойдешь, если не доехал, там метка отойдет. Прикинь, у меня крыша поедет. Ну вот же. Ну что, все? Так, давай это, на всякий случай, чуть-чуть паники. Точно мы все правильно сделали? О, god damn, bro! Бля, я предлагаю вот с моей машиной увидеть спидран по ТО полностью. Конечно, мы на моей все оттестили, ты теперь Там все просто знаешь. будет так, хлюпнуло. Да, Дальше. да, конечно. Ну что, пацанва, плюс-минус все. Вроде все, что хотел, сделал. Поменял масло в редукторе, так, для спокойствия. Масло, фильтра. Осталось еще поменять салонный фильтр, но это не супер важно. Тормозуха новая, благодаря этому вакуумнику замечательному. Ну и масло в редукторе тоже заменили. Чуть-чуть осталось, это типа у нас общая с Никитосом. А это все. Так что все. На общак взяли. Да. Все на И тормозухи на общак взяли.
Так что да, пацаны, если хотите прям грамотно все поменять, берите чуть больше регламента. Да, потому что все равно там где-то по шприцу вылилось, где-то там по стенкам размазалось, плюс-минус, короче. Так что вот. Где-то мы по стенкам, где-то в глазу чуть Да, осталось. Илюха тоже красавчик. Так что, что, можно выскакивать в город. Сейчас еще Никитоса машину сделаем. И вдвоем поедем. Так, ну что, вроде уже все сделали. Никитоса крышу сделали. Никитос уже на подходе. Вот, что осталось? Сейчас инструмент сложим, порядок наведем. Крыша Никитоса здесь. Никитос уже на подходе. Вот. Так что все, сейчас плюс-минус пылесосим. Все собираем, мусор выкидываем. А Никитос уже на подходе. И выезжаем в город. Ну чё, мы в городе. Ну все, на воле. Выскочили с братаном. Прикольно, что ты в натуре братан, понял? Не чисто так для приличия со всеми, а ты в натуре братан. По паспорту. По паспорту, да. А она вот по паспорту на одной желтой фаре до сих пор. Но скоро снимем. Мы сейчас выкатали максимально много старого бенза, там его немного было. Пахан где-то, может, зимой его, наверное, привозил в канистре, чтобы чуть-чуть освежить. До полного бака при снятии пистолета автоматический налив. Внимание. Хорошо тогда. Здрасте. 4-я соты до полного, можно? Это что? А, ну автоматически. Все, понял. Что за она вообще, нет? Как же я ее люблю. Просто невероятно. Ну и этого тоже. Блин, ну с белой фарой посвежее. Желтый поднадоел, конечно. Но в желтом свой какой-то стилечек есть, конечно же. И узнаваемость, да, брат? Сток лучше. Что? Сток лучше. Сток лучше? Ну, может быть, короче. Все, уже заправилось, пока я туда-сюда ходил. Не, ну, конечно, почти полный бак, 3000. Бенз подорожал определенно. Сколько писей не труси, одна капелька в труси. Так, ну что, все, мы в городе, ё-моё, наконец-таки. Вот, на новую камеру снимаю, на новый свет, теперь в салоне порядочно, да? Можно даже чуть поподнять, нет? В плане что? Света. А ну, навали пару процентов. Ну что, чувствуешь вес камеры? Что она не халам-балам? Ну такая, да, нифиговая. Так, ну что, за этот год, с прошлого лета, дороги не изменились от слова совсем, даже хуже стали. Вот Красноармейскую перестелили, вот уже порядочно, можно хоть ехать, понял? Короче, у нас сегодня такой режим максимального спокойствия, потому что мы там всякие жидкости поменяли. Понятно, что их там обкатывать не надо, а-ля там тормоза, редуктор. Ну, моторное масло чуть-чуть обкатать. Редуктор вроде как не принципиально, но мы так на всякий случай сделали прям большой круг по Ростову, спокойно. Вот, ну и продолжаем так. Просто обкатывать машину, чтобы она размялась после своей спячки. Вот так. Стоки, да? Ну, поднадоело чуть-чуть просто. Ну, брат, сток
ты знаешь. Сток есть сток. Сток есть сток. Ну, согласен. Как будто А я плюс как бы жопа чуть-чуть пониже. жопа пониже, да. Но опять же, у тебя сзади какая шина? А сейчас 265-я, 35-я, по-моему. А, у меня 270. Ну да, у тебя пошире. Она и повыше. Что за тачки, блядь? Я, короче, знаешь, что думаю? Я хочу какие-то новые диски сделать. Вот как эти Весол, какой-то другой дизайн. Давай только перейдем. А то мы чисто побазарить остановились. Короче, мне знаешь, какой дизайн нравится? Сейчас тебе покажу. Адваны, да-да-да. Можно? Да. Короче, ты без одной палочки воевода, да, будешь? Ну, может быть. Почти ТЕ. Только 19-й, понял? Типа, ну, в мой размер. Ну и кайф, не знаю, может быть, все-таки белые сделать. Белый на белый? Да. Мне кажется, наоборот, стилек, что будет она такая чисто монолитка. Ну так чисто поугарать, не то, что прям понял на всю жизнь колес. Но вот черные, у Баджалини черные такие стояли. Черные тоже злобно выглядят. Да, черный, да. Ну, не, ну понятно, может, что это спорно, но в этом же и суть. Что-то типа такого. Серенького. С полированной. Может быть. Полочкой. Но если Весолы смогут так сделать, надо будет узнать. Короче, вообще надо у них спросить, будут они мне рады или нет. А то я так понял уже. Замечтался. Что я хотел рассказать-то? М2 стукнуло 3 года в этом видосе. 3 года она вот в этих руках. А именно день рождения у нее в сентябре 20-го. Вот. За это время я проехал на ней всего лишь 17 800. За это лето планирую проехать 20, ну типа перейти черту в 20 тысяч километров. Что по состоянию? В салоне она до сих пор пахнет новой. Вся пленка, на удивление, то, что я в Бруклин склеил, как только ее купил, она вся в броне. Все на месте, нигде ничего не отклеивается. Нигде ничего не пожелтело, что круто. Вот хочется какие-то новые колеса. Ну так, не то чтобы эти прям надоели, но хотелось бы на чем-то покататься. Есть мысль вообще черные поставить, какое-то время на них покататься, но хотелось бы что-то прикольное такое. Белое, может быть, не знаю, какой-то вот такой дизайн сделать. Но и эти колеса мне нравятся, как выглядят. И цвет, и все. Сочетание с этой машиной мне все очень нравится. Кайф на ней кататься вечно, чтобы у нее был пробег 300+, чтобы все говорили, что я ее никогда в жизни не продам, и чтобы я действительно никогда в жизни ее не продал. Как будто бы это уже прям целая традиция канала. В каждом эпизоде я рассказываю про моих друзей из CCD Planet. Когда-нибудь они сделают новую заставку, но пока что такая же, как и была. В последнее время парни много работают, добавляют кучу всяких фич, но кто не знает про этот проект, давайте расскажу. Если коротко, то ты можешь зайти поиграть с друзьями, найти новых друзей, и вам точно будет что обсудить, ведь все мы любим тачки, а там их на любой вкус. Можете раздать боком, пошашковать, заехать по прямой, и это все можно делать на CCD Planet. На проекте сформирован топовый автопарк, который сможет удовлетворить интересы любого автолюбителя. Кастомные винилы, возможность внешней и технической кастомизации. Каждый автомобиль можно настроить индивидуально под свои задачи. Проект разрабатывался с душой, поэтому я уверен, что эти ребята точно смогут вас порадовать. По классике для моих зрителей доступен промокод с приятными бонусами, которые помогут вам на старте. Игру можно скачать по ссылке в описании. Там же будет промокод и инструкция по активации. Наслаждайтесь. Не-не-не, меня не надо. Вот в него можешь стрелять. Нет. Давай. Все, пару раз в него на камеру можешь дать? Так, ну что у нас тут? Бывшая М2, брат. Смотрите, показываю, что Никитос повзрослел. Хром. Тонировок нет. Диски. Завод. Все на базе. Вот тут тонировку убрал. Целое зеркало. Ой, в смысле, без вот этого уха колхозного. Вот обидно, что я буду без приложения сидеть. А чё ты, блин, жалко, что ли? Да холодная! Я сейчас заберу этот пистолет и я... Брат, давай.
Брат тормозит еще по-братски. Да это я. Братан, ты чё ему трехпаску замутил? Я случайно. Я тоже получил. Ой, короче, с двойкой все нормально. Живет, вот Никитос ее намывает, вернул в полный сток. Обещает еще фонари дорез накинуть, чтобы она была вся своего поколения. Чуть отдыхаем от гаража, потому что очень много там сейчас времени проводим. Понапридумывали себе там дел. Надо будет еще наши машины помыть. Короче, можно ежедневно что-то делать с машинами, и будет что делать. Сейчас Я выиграл. помыл пацана. Ну, конечно. Да, здорово. До тебя дозвониться. Ага. О, Машина сейчас к нам приедет. Откуда? Я тебе, наверное, по факту расскажу. Там мы небольшие коцки сделали, и сейчас Ага. в кузовне исправили, и машина к нам едет. это ее покрасили, Я тебе покажу, получается? расскажу. Подкрасили немножко. Подкрасили. Я пока точно не знаю, как и где. Ну, точнее, где знаю, но Ага. как они исправили эту ошибку, я пока не знаю. Ага. Блин, ну вообще как будто бы если машина в покраску уехала, надо было бы это обсудить до того, как она поехала в покраску. Я понимаю, я просто быстро вопрос пытался решить. И, Мгм. ну, если... Чё, есть какое-то противоречие с покраской или как? Не, ну просто, как сказать, когда ты не знаешь, что твою машину повредили, как повредили, и что с ней. Ну, Я тебе короче, покажу. по факту как будто бы хрен его знает. Я понял, хорошо. Ну, в следующий Ну, раз я- что предупрежу или вообще не постараюсь так не делать. Мгм. Ну, окей, по месту пообщаемся. Хорошо, когда приезжать? По-любому чё? маляры спалили. Думаешь? А ты понял, что в его разговоре, типа, ничего страшного, типа, не Ну произошло? да, а То есть, чё? Как будто, знаешь, от простоты душевной, типа, ну да, косину покрасить. А что в смысле? В А? смысле говорить надо? Да мы ж покрасить. Жень, 100 пудов спалили, так бы они не сказали. Кто там хотел посмотреть? Да там жесть был. А, VR-шлем я хотел. Давай. Ага, да, привет, не успел взять. Да нормально все. Ну как, относительно новостей, которые мне только что Влад преподнес, нормально пойдет. Слушай, ну ты не надо переусердствовать в смысле новостей. Ну там Влад просто рассказал, что есть там недовольство нами, они обоснованные, я это все понимаю. Я просто хотел рассказать как бы свою позицию, почему мы действовали именно так, а не как иначе. Момент первый, то есть что там ребята чуть накосячили, там были какие-то коцки или там царапины, что-то такое, да, это как бы ну, наша ответственность, наш косяк, и, соответственно, мы его должны устранить. Машину возили на эвакуаторе туда-обратно, дабы уложиться в срок. Почему там с тобой не согласовывали, потому что ребятам надо сегодня критично выдать машину. Ты понимаешь, подкраска даже минимальная, да, это минимум сутки. Вот, потому что если бы мы сейчас начали там согласовывать, думать и куда везти, что делать, это было, ну, это растянулось бы еще на пару дней, а ребятам ну, ночью выезжать, и надо тебе выдать машину готовую. Вот, но там подкрашен кусок там сантиметров 15, насколько я понимаю, и заново залакирована стойка. Вот, собственно, и все. Если честно, ситуация такая была, что я хотел забрать сегодня молдинги, а чтобы ты понял, по совпадению молдинги лежат у этого же маляра. Я приехал за молдингами, обнаружил там свою машину зашпаклеванную. Ну, зато теперь ты, ну там шпакли, по идее, вообще минимум какой-то. Ну, минимум, понял. Тут вопрос же, смотри, ни в чем. Как бы нет ничего такого, что хороший маляр, спасибо, что поправили. Ну, просто как будто бы хорошо было бы сказать, Никитос, так и так вышло, как устранять будем, а не увезти машину. Мы так и хотели, мы же так и по факту-то и сказали, просто сейчас, когда по факту... Не, вы как бы, покрасили машину, а потом сказали. Ну, я тебе просто... Давай честно, если бы мы это сказали сразу, это бы сейчас растянулось на 2-3 дня на какие-то качели, где делать, что делать и так далее. Ну, Там- просто, я что, видишь, мы с тобой какой-то чуть-чуть о разных говорим. Я понимаю, что, ну, может быть, там, я с вашей понял, стороны что ты все говоришь. здорово. Я, Я вот мне как постараюсь это клиенту, учесть, как человеку, вообще. неприятно, что моя машина уехала Я куда-то. Ну, вообще, может, Не, я сказал ну, бы, это да, всё пацаны, рассказали, все, оставьте, там по деньгам уладим, я там к своему отвезу. Может, вообще не буду делать. Может, там, не знаю, налудят, напоят. Тут получается, что, ну, Теперь машина бам-бам-бам, у шпаклёвана. меня теперь шпаклеванная машина, по факту. Я завтра условно... Я тебя умоляю. Ну, понимаешь же, у этих Сильно машин... преувеличиваешь про- Не, шпаклеванную машину. я не говорю тебе, что типа она теперь тотал, я же понимаешь, что, ну, условно, Факт когда ты есть скорч факт. делаешь, похер, там, шпаклянул, забыл, там, что, а у этих машин есть там понятие рыночной Слушай, ну, стоимости, ты можешь окрасов проверить, да, есть, и, насколько я окрасов понимаю, нет. там шпакли есть только 2 точечки. То есть там как бы... Да я видел ее машину, когда она зашпаклеванная стала. Я стоял при мне ее А шпаклевали. у тебя есть фотки? Я просто, у меня нету фотографий, я не видел. Я про стоял, две когда точки, ее да. шпаклевали, что совпало забавно. Я утром набрал, говорю, мне нужен молдинг. Я сейчас получаю машину с покрашенной стойкой. Не, я тебя услышал, я отчасти с тобой согласен, я бы
ездил именно так, честно говоря, если было больше времени, это момент первый. Второй момент, ну, просто мне, ну, наверное, комфортнее разговаривать, когда ты отдаешь как бы готовый результат, когда человек видит, что там типа последствий-то как бы и нет, а как правило, когда ты говоришь, что что-то случилось с машиной, у людей у многих начинается паника, вот, ой, что Ну делать вот, и так а у далее. меня, ну понял, не паника, а ну осадок от того, что что-то случилось, и это еще без моего ведома. Я не знаю конкретно, что случилось. Мне говорят, ну там что-то вроде чуть-чуть. Короче, у меня дают покрашенную машину. Но это не круто, капец. Как бы мы с тобой долго не спорили, это не круто. Ну вот я же говорю. Хорошо, я услышал. Учтем. Ну чё, брат, что скажешь? Он говорит, да что такого, ну там чуть-чуть шпакли совсем. Не переживай, говорит, все в лучшем виде, не переживай. То есть понял, Сильно, в их да? мире, и он не понимает меня. Он мне говорит, типа, да нет, мы ж наоборот классно сделали, типа. Ну теперь у меня на машине рыночной стоимостью 6 миллионов рублей шпаклевка, и мне это надо будет там условно при продаже, да, объяснять. Он говорит, да ладно, что там той шпаклевки? Да, то есть... Там же чуть-чуть. То есть у человека нет понимания в целом, что он что-то испортил, без моего ведома переделал. Ну и типа говорит, да что там, мы же сделали, блин. В любом случае уже ничего не исправить, надо просто, ну, додавить уже ситуацию, чтобы, ну, как-то с бабками, короче, решить вопрос и все. Ну вот видишь, у меня есть ощущение такое, что... У них все норм, а что такого? Блин, ну, надо пытаться объяснить, что типа, ну окей, верните мне обратно машину, чтобы было вот 100 микрон на стойке, и вопросов не будет. Да. Нет, так если там он говорит 2 точки, ну можно было и не делать, понял? Ну Может, да, ты бы не хотел зачем? делать. Да, я бы сказал, пацаны, сам. Ой, жесть, конечно. Брат. И никто, я же нет такого потребительского экстремизма, не кайф, типа, о, сейчас мы их откачаем на бабки. Да, вообще пофиг, не в я ему этом заплачу момент. полную стоимость 100%. и с кайфом По-людски, уеду, и просто не буду по-людски. знать, что туда больше не надо возвращаться на такой машине. 100%. Здорово. Привет. Приветствую. Короче, на камере не видно. Вот в районе этого болта сам кант кривой. И видно 2 вмятинки. Ну вот это вообще я молчу. АСМР. Дальше идем. Тут резинка, понятно, двойная, нахлёст, ляпс. Порвана. Герметик вылез жестко. Тоже все волной, но как будто это можно еще защелкнуть. Ну да, тут непонятно. ни под стеклом не лежит. Резинка со стеклом Клипса не не дружит. раз. Клипса 2. Да. Тут вообще можно палец вставить. Да, брат, ну это типа может и мелочь. Ну, Не, ну это... это не работа за 90 тысяч рублей, вот как я тебе минимум. говорю. Блин, вмятины фиг сниму. Но Климка в смысле бы плакал здесь, если бы увидел вот эти... Ну все, он бы продал машину после. Да, Климка б на это не ездил уже. Вот отсюда видно, конечно. Вот, видно, видите, пацаны, провода отражаются криво. Тут еще, брат, понял, одно делаю, А, так другое это надо ломаю. и вытащить ее из-под пластика. Ну да, да. Короче, брат, нам еще доделывать и доделывать. Тут ничего не это по сидит, факту. понял? Надо еще стоимость замены крыши положить, чтобы ее в порядок привести. Ну да. Вот. Покажи, что было. Фотка короче, есть? Знаешь, да, Не. тему, что мы же сегодня это днем спалили еще. Я поехал А, за молдингом. Мои как? молдинги красили вы типа там туда же. приехали? Мои Хорошую молдинги там манеру? красили. Я приехал за молдингами, а там, Там моя стоит тачка машина, да. Типа у меня вот есть такое, но тут даже заломов не видно, видишь, вот один. Подожди, а что вы красили? Мы подкрашивали. Кого? Вот с этой стороны. Да. Так может это не надо было красить? Вот В так смысле? зашпаклевали здесь. Зашпаклевали, да, вот такой кусок. Они могли просто показать, что было, вот есть, сделали. Мы сказали, ну блин, ладно. Сказать, что делаем? Красим, оставляем. Там, Да, что, да мы ладно. б уже сами там. Может быть, ты так и ездил бы и забыл про это, может, не видно было. Теперь кривая стойка. Я уже просто Вот, по видно, хорошему, смотри. да, видно. Четко 2 Я прям уже этих. на момент. Блин, вы могли бы скинуть фотку. Когда это было? Когда вклеивали крышу. Ну, фотка когда? В субботу. В субботу. Да, пипец. Сегодня вторник. Да нет, блядь, в любом случае машина должна быть ровной, типа. Просто понял, обидишь, я привез не крашеную машину, а зато крашеную. Не, ну да, и как минимум привезли в одно место, она в итоге, мы ее случайно видим в другом, но это... некрасиво. Я захожу в малярку, а она вот стоит передо мной, а в моей голове она здесь. Ну, блядь, мне мало смешно. честно. Ну да. Ну чё, с горем пополам забрали малыху. Давай в левый ряд, брат. Хорош. Стелем. Сейчас ее припаркуем, и тоже ей надо будет заняться. Там еще, конечно, работ с ней много и по детейлингу, и по резинкам. Все это нужно будет выставить, почистить салон. По итогу, не знаю, пусть Никитос сам решает. Я бы, конечно, за такую работу точно не платил такие деньги. Но у хозяина сервиса Никита спросил, типа, как вы оцениваете вот свою работу?
Он сказал, типа, так, как изначально и договаривал. То есть, ну, мол, все, как планировалось, так и произошло. Но либо ребята включают дурачков, либо искренне не понимают. Ну, блин, на белых дисках посмотрите. Первый раз сейчас вижу ее, как она стелет. По-моему, четко. Особенно на фоне вот этого кирпича. Прям вообще хорошо. Карник тоже выручает. Я держу ее за талию, она меня задолбает.